Всем привет! Сегодня хочу показать, как можно сшить из джута вот такую декоративную подвесную корзинку. Ее можно сделать более глубокую, более мелкую. Я сегодня хочу показать именно принцип формирования донышка такой корзины. И уже при помощи практики вы можете сформировать корзинку любой формы. Для корзины я беру 6-миллиметровый джут. Конец каната я зашиваю при помощи нитки и иголки, для того, чтобы он не распускался. Излишки обрезаю. Настраиваю машинку для шитья. Сначала я буду использовать прямую строчку стежок длиной 2 мм. Сразу же ставлю настройку для зигзага. Ширина зигзага 6 мм. И натяжение нити 4. У вас может быть 5 или 6, в зависимости от машинки. Иглу я использую номер 18. Теперь закручиваю джут по спирали. Закручиваю очень туго. И прошиваю на машинке, как показано на видео. Можно делать шов вперед-назад, но мне удобнее делать так, как я сейчас делаю на видео, потому что у меня машинка не профессиональная, и иногда она не хочет прошивать джут по направлению назад. Вот такая заготовка у меня получается, круглая. Теперь я нахожу начало каната, меняю настройку на зигзаг, частый зигзаг, и примерно 1 сантиметр я прошиваю частым зигзагом. Затем меняю ширину зигзага на 1,4 и прошиваю дно корзины по спирали. Я сшила круг диаметром 13 сантиметров. Теперь по направлению к центру я втыкаю 2 иглы, таким образом, чтобы расстояние между вершинами игл было примерно 4-5 сантиметров. Теперь я буду формировать стенки корзины. Дошиваю до второй иглы, и начиная от второй иглы я буду всегда приподнимать дно корзины для того, чтобы начать формировать стенки. Дошиваю до первой иглы, затем опускаю дно корзины на поверхность швейной машинки и в таком положении прошиваю до второй иглы. Опять начинаю от второй иглы, приподнимаю дно корзины и дальше формирую стенки. Дошиваю до первой иглы, опять опускаю дно корзины на поверхность швейной машинки и в таком положении прошиваю до второй иглы. Таким образом я буду прошивать столько рядов, пока глубина корзинки меня не будет устраивать. Расстояние между двумя иглами 5 сантиметров, которые мы оставляли, его всегда нужно будет прошивать, не поднимая дно корзины, а прижав его к поверхности швейной машинки. Таким образом у вас сформируется каплевидная форма. Таким образом я прошила несколько рядов. В принципе, глубина корзины меня уже устраивает, и на данном этапе я буду уже закруглять края и нижнюю часть корзины. Для того, чтобы это сделать, я слегка натягиваю шнур, но можно лишь просто приподнимать его кверху. Результат будет тот же самый, но лично мне удобнее его немного натягивать.
Закруглять буду только боковую и нижнюю часть корзины. Верхнюю часть мы прошиваем так же, как и всегда, просто опустив корзину на поверхность швейной машины. Прошиваю таким образом 2-3 ряда до тех пор, пока меня уже не будет устраивать форма корзины. Для того, чтобы закончить шитье корзины, я также при помощи иголки и нитки прошиваю конец шнура и обрезаю его. Дошиваю до конца. Убираю иглы, формирую саму корзинку и смотрю, куда я буду пришивать деревянное кольцо. И при помощи нитки иголки я его пришиваю. Вот такая корзинка у меня получилась. Ее можно сделать более глубокую, более мелкую на деревянном колечке, либо на кольце из джута. Пользуйтесь. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.